История научно-исследовательского судна «Калипсо». Судно «Калипсо» являлся бывшим британским королевским флота тральщика, преобразован в научно-исследовательское судно для океанографического исследователя Жака Кусто. Судно было оборудовано для лабораторных передвижений и для подводных исследований на местах. Он был серьезно поврежден в 1996 году и планировался пройти капитальный ремонт в 2009-2011 годах. Корабль назван в честь греческого мифологического персонажа. Британский тральщик «Калипсо» воевал во время Второй мировой войны с 1941 по 1947 год. Изначально «Калипсо» был тральщиком, построенным компанией Bellot Main Railway Company из Сиэтла, штат Вашингтон, для ВМС США, для взаймы британскому королевскому флоту по Ленд-лизу. Судно «Калипсо» с деревянным корпусом построено из орегонской сосны. Длина судна 43 метра, ширина 7,5 метра. Изначально судно «Калипсо» был британский дворный тральщик класса Марк-1, заложенный 12 августа 1941 года под обозначением БИМС-26 и спущенный на воду 21 марта 1942 года. Он был принят на вооружение Королевского флота в феврале 1943 года и назначен на действительную службу в Средиземном море, базировался на Мальте и был реклассифицирован в 1944 году. После окончания Второй мировой войны он был выведен из эксплуатации в июле 1946 года и оставлен на Мальте. 1 августа 1947 года он был официально передан ВМС США, а затем исключен из военно-морского регистра США, оставаясь на хранении. В мае 1949 года он был куплен Джозефом Гасаном с Мальты, который заключил контракт на почтовую переписку на паромном маршруте между Марфой, на севере Мальты, и Мджаром, Гоза, в 1947 году. Он был преобразован в паром и переименован в «Калипсо» после нимфы Калипсо, чей остров Агигеи мифически ассоциировался с Гоза, вступив в строй в марте 1950 года. Всего через 4 месяца путешествия Гасан получил заманчивое предложение и продал его. Британский миллионер и бывший член парламента депутат Томас Лоэль Гиннес купил «Калипсо» в июле 1950 году. Он сдал его в аренду Жаку Кусто за символический франк в год. У него было два условия: чтобы Кусто никогда не просил у него денег и никогда не раскрывал свою личность, что стало известно только после смерти Кусто. Жак Кусто реструктурировал и превратил корабль в экспедиционное судно и базу поддержки для дайвинга, съемок и океанографических исследований. Одной из самых необычных экспедиций с участием этого судна было исследование в Абу-Даби, проведенное Кусто от имени British Petroleum. В 1954 году первый и последний раз использовался для разведки нефти. Судно «Калипсо» нес современное оборудование, в том числе одно- и двухместные мини-подводные лодки, разработанные Жак Кусто, водолазные тарелки и подводные скутеры. Корабль также был оснащен прозрачным носом и наблюдательной камерой на 3 метра, 9,8 фута, ниже ватерлинии, и был модифицирован для размещения научного оборудования и вертолетной площадки. Подводная камера «Калипсо» названа в честь этого корабля. 8 января 1996 года баржа случайно протаранила «Калипсо» и затопила ее в порту Сингапура. 16 января ее подняли с помощью подъемного крана длиной 230 футов, 70 метров, залатали и выкачали, прежде чем отправить на верфь во Францию. После того, как судно провело некоторое время в порту Марселя, в 1998 году, уже после смерти Кусто, его отбуксировали на Атлантическое побережье Франции, в морской музей в Ла-Рошель. Тогда же было заявлено о планах превращения корабля в плавучий музей. Далее последовала серия юридических и прочих препятствий для начала восстановительных и консервационных работ.
Судебный спор между вдовой Жака Кусто, Франсин Кусто, и Лоэлем Гиннесом, внуком первоначального владельца, задержал реставрационные работы. В это время город Ла-Рошель отказался от финансирования реставрации. Судно «Калипсо» остался в плачевном состоянии. В 2002 году Александра Кусто, внучка Кусто от первого брака, попыталась принять участие в реставрации. Общество Кусто, контролируемое вдовой Франсин Кусто, как сообщается, потратило сотни тысяч долларов, чтобы защитить исключительное использование Франсин имени и предотвратить участие Александры в восстановлении судна «Калипсо». В 2006 году Лоэлем Гиннесом, внуком первоначального владельца, переданы в собственность судно «Калипсо» в Кусто на сумму в 1 евро. В октябре 2007 года судно было переведено в Конкарно, где на верфи Периу началась реставрация. Работа над «Калипсо» была остановлена в 2009 году из-за неоплаты счетов вдовой Франсин Кусто. Периу утверждал, что должен получить 850 тысяч евро за уже выполненную работу. Общество Кусто подало встречный иск за ненадлежащую работу. В 2015 году французский суд обязал Франсин Кусто погасить непогашенные счета за двор и удалить «Калипсо» из британской верфи или разрешить верфи продать судно. Общество Кусто объявило в 2016 году, что было найдено решение, позволяющее вернуть корабль в строй с новыми двигателями. 12 сентября 2017 года судно «Калипсо» был поврежден пожаром на верфи недалеко от Стамбула в Турции, где с 2016 года велось переоборудование судна. Огнем были повреждены только новые части судна, историческая часть не была повреждена. Пожар начался после многомесячного восстановления деревянной обшивки корпуса. Полиция ведет расследование. Пожар привел к задержке переоборудования судна, но не к его отмене. Жак-Ив Кусто умер 25 июня 1997 года в возрасте 87 лет от инфаркта миокарда в результате осложнения респираторного заболевания. Был удостоен национальной церемонии прощания. Похоронен на фамильном участке на кладбище Сент-Андре-де-Кюбзак.